Криптоэнтузиастики, приветствую вас на канале. Итак, лайки, подписки, комментарии, потому как я каждый день встаю в 5 часов утра для того, чтобы запилить вам ролик. Я сегодня проснулся в 5 часов утра, мы можем увидеть это на времени, сейчас 6:11. Пока я подготовился, туда-сюда, чаек, кофеек, и на это все дело уходит время, очень большое количество моей жизни. Итак, ну что, эфириум 7,2%, биток 0,5%. Все у нас хорошо, одно только есть но. Одно но. Ну, я вижу то, что, конечно же, никому не нравится, когда самые такие негативные видосы, нужно говорить только про позитив. Ну да, сейчас у нас 4 месяца будет, по всей видимости, 4-5 месяцев будет роста до декабря месяца 2025 года. И будем говорить только о позитив. Из позитивного эфириум 7,2% роста, биток 0,5. Биток стоит, XRP 4,9. У нас, в принципе, есть первая цель. По XRP это $3. Вторая цель это у нас 3,3 доллара. Ну а там четвертая и пятая цель, не считая третьей, будет где-то там в диапазоне 5-7 долларов. Вот так вот. Эфириум 7,2%. Есть приток капитала в эфириум. Эфириум начинает потихоньку набирать движение. Скоро это все дело у нас закончится. Нужно понимать, что мы подходим к пику бычьего рынка. И мы уже находимся практически в желтой зоне. Вот здесь вот желтая зона. Здесь тоже появляется желтая зона. До конца 2025 года, начала 2026, я думаю, что здесь уже у нас закончится бычий цикл и нужно будет готовиться к медвежьему циклу. А пока мы что будем наблюдать, набираемся терпения и будем, конечно же, кайфовать от роста разных альткоинов, если, конечно же, манипулятор даст нам такую возможность. Итак, по метрике Stock to Flow мы видим то, что у нас есть запас времени. По притоку капитала мы видим то, что эфириум сейчас набирает эстафету. Экосистема эфириума берет в свои руки это все движение. Скамовозку начинают они потихоньку раскачивать, и данная скамовозка начинает потихоньку толкать разные альткоины. Что мы видим за недельку? Мы видим то, что альткоины растут за всем рынком, но нету пока что альт-сезона. Мы видим то, что альта подорожала. Ну, приподняли альту примерно на 50-100% роста за месяц. Давайте-ка мы посмотрим, сколько за месяц у нас здесь. 150%, 98, 19, 20, 210, 30. В принципе, у нас альта растет просто только за счет того, что биток вырос и эфириум растет. Но нету еще того самого интересного альт-сезона. И его, конечно же, не видно на индикаторе альт-сезона. Если мы посмотрим этот глобальный индикатор, он у нас опустился в биткоин-сезон. Этот индикатор у нас двигался только на пике бычьего рынка 2021 года и 2017 года. Есть еще локальные индикаторы. Вот этот индикатор у нас двигался, когда у нас был альт-сезон декабрь 2024 года и весна 2024 года. Также мы видим движение в диапазон 39. И есть еще вообще месячный индикатор, он уже, смотрите, перегретый, 76. По всей видимости, мы с вами, наверное, все-таки увидим в июле месяце здесь движение на альте. Я думаю, что если данный индикатор придет хотя бы в диапазон 85-90, нужно хотя бы постараться как минимум забрать x2 на каких-то активах и забрать вложенные средства. Это как минимум. Это что касательно локально. Глобально, конечно же, мы видим, что нету никакого альт-сезона. Вот, локально у нас здесь 76. Также у нас была отметочка вот в декабре перегретая, потом июль 23 год, это как раз у нас XRP стрелял. И давайте-ка мы посмотрим 22, 20, 21. Если мы посмотрим на этот локальный индикатор, то он двинулся, буквально вот мы видим февраль 21 год, потом у нас был откат до марта, и с марта по май он был здесь вот в таком вот боковом движении. Будем, в принципе, рассматривать данные индикаторы, все три. Я думаю, что они будут хорошим ориентиром, где фиксировать какие альткоины. Ну и само собой не нужно жадничать на этом рынке, потому как этот рынок очень сильно любит удивлять. И если ты не зафиксировал прибыль, то потом остался уже ни с чем. Итак, что по самому биткоину? Биток у нас здесь выглядит по бычьи. У нас, в принципе, бычка идет по биткоину уже длительный период времени.
Мы с вами вчера, буквально вчера, мы с вами подрисовывали вот эту вот желтую линию. Видим то, что она начинает потихоньку прижиматься к верхней части. Давайте вот так вот поставим. Это у нас индикатор P-Cycle Top. И он всегда показывает пик бычьего рынка на биткоине. Здесь мы видим аналогичная ситуация. Поджимаемся в нижнюю часть. Вот опять мы подправили. Будем постоянно следить за данным индикатором, потому как он у нас показывает пик бычьего цикла. И как только данные скользяшки, желтая и зеленая, соприкоснутся, это у нас будет пик бычьего цикла. И здесь засветится у нас красный значок, как это было на истории вот в 2021 году, как это было у нас, неделька, нужно нам дневку подключить. Вот у нас 2021 год, вот у нас 2017 год и вот у нас 2013 год. Я надеюсь, что здесь у нас индикатор не сломается и пик будет где-то в диапазоне 170 тысяч долларов. Почему так, мы неоднократно рассматривали это на канале. Кому интересно, смотрите прошлые видео. Итак, по биткоину ожидаю здесь боковое движение на протяжении 3 недель. Может быть больше, может быть меньше. И в этот момент, конечно же, эфириум, по всей видимости, будет догонять сам биток. Потому как в этом цикле мы видим то, что эфириум дал небольшое количество роста. Биток уже дал 6 иксов, а эфириум у нас просто-напросто отстает. Очень сильно отстает. Итак, по эфириуму мы, в принципе, чуть-чуть не дотянули до первой цели. Вот у нас первая цель 3440, но здесь мы строго ударили в 3426, чуть-чуть не дотянули. Все у нас, в принципе, нормально. Здесь я думаю, что рост немножко приостановится. Будет какое-то боковое движение на протяжении нескольких дней. Вторая цель у нас 3560. Третья цель 3736, ну и четвертая, конечно же, 4127. Эфириум у нас подходит к гэпу, и здесь, по всей видимости, будет какая-то проторговка. Также здесь у нас локально вырисовывалась перевернутая голова и плечи. Мы ее рассматривали на канале, и она у нас отработала. Вот такая вот у нас здесь вот получается перевернутая голова и плечи была. И это было где-то в начале июля, я снимал видео, говорил, что здесь перевернутая голова и плечи. Еще появился хейтер у меня на канале и сказал, что этого просто быть невозможно. Но мы видим обратное. Перевернутая голова и плечи у нас отработала на эфириуме. Сейчас мы по целям уже подошли к первой цели. Здесь, по всей видимости, будет у нас остановка. Может быть такое, что мы с вами увидим еще небольшой рост альткоинов. И, конечно же, я думаю, что эфириум все-таки возьмет эстафету и будет идти штурмовать свою историческую вершину, которая находится в диапазоне 4100. Также мы здесь можем увидеть, здесь есть локально чашка с ручкой и есть также самая глобальная чашка с ручкой. Правда, здесь была небольшая коррекция. Что у нас по эфириуму? Он очень сильно отстает от биткоина, и я думаю, что он будет скоро это все дело догонять. Если мы с вами посмотрим с донышка, то эфириум дал всего-навсего 250% роста, а биток уже дал примерно 700% роста. И если учитывать прошлый цикл, эфириум давал колоссальнейшие иксы, примерно 60 иксов. Мы видим то, что здесь 6293%, 60х, я думаю, что в этом цикле 30 иксов, давайте посмотрим, где это будет 30 иксов. Здесь 500%, 7000 за эфириум, 10 тысяч, это у нас будет 10 иксов. Но может быть такое, что в принципе в этом цикле у нас будет эфириум где-то в диапазоне 11 тысяч долларов, и это будет примерно 10 иксов. Правда, конечно же, сейчас на данный момент очень слабо в это верится, но мы будем на это надеяться. Если эфириум у нас пойдет на свой перехай и хотя бы сходит в диапазон 7000 долларов, мы с вами увидим хороший альт-сезон. Если, конечно же, эфириум у нас откатит в диапазоне 4000 долларов обратно, как это было вот здесь вот, то можно, в принципе, в будущем похоронить сам эфириум и, конечно же, все альткоины. Но я надеюсь, что у нас все получится в этом рынке, и мы с вами увидим хорошее движение по эфириуму.
Что касательно биткоина, я говорил, что здесь ожидаю коррекционное движение на протяжении 3 недель. Почему так? Потому как у нас есть корреляция биткоина с DXY. Вот у нас DXY, и мы с вами видим то, что у нас буквально вот здесь вот, когда DXY поставил свою вершину, у нас здесь прошло примерно 91-95 дней. Биткоин у нас аналогичную ситуацию отрисовал. С донышка мы росли 90 примерно 5 дней тоже. Вот мы видим то, что здесь у нас уже рост примерно 100 дней. И если у нас все вот это вот дело совпадает, то у нас здесь вот получается примерно 22 дня коррекции. 22 дня здесь у нас коррекции. То мы можем прикинуть, что коррекция у нас будет примерно здесь вот, с учетом вот этой вот вершины, которая была поставлена уже 3 дня тому назад. 22 дня у нас примерно будет 5 августа. И как раз у нас 30 июля будет заседание ФРС. Там, по всей видимости, будут какие-то они выдвигать уже идеи по поводу ставки, и это будет дальнейшим триггером для роста. У нас на этом рынке, в принципе, осталось только новость по поводу ФРС, печатный станок и все. Все новости у нас уже полностью отработали, Трамп уже президентом, уже у нас и биткоин резервы, там и все это у нас дело идет уже в сторону к тому, что рынок перегрет, идет к своему завершению. Если вы увидите какие-то иксы у себя на портфеле, желательно зафиксировать прибыль, ну там кто будет сколько фиксировать, 20-30% альты будет продавать там, то уже нужно будет сохранять свой капитал, не вносить в рынок, потому как в дальнейшем будет медвежка, и она будет по-любому, это медвежка. На всех рынках есть медвежки, есть бычки, и тут уже будет важно сохранить свой капитал. Что у нас по доминации биткоина? Давайте-ка мы посмотрим доминацию битка. Мы видим то, что вчера у нас было хорошее падение, позавчера тоже было падение, сегодня немножко приостановили они падение. Мы пришли, в принципе, к очень интересному вот этому вот блоку. Тут у нас, наверное, будет какая-то остановка, и для того, чтобы мы сломали восходящий тренд, нам нужно пробить данный блок и опуститься ниже, чем 62% по доминации биткоина. В принципе, вот так вот. На прошлом бычьем цикле у нас 9 недель было падение по доминации битка. Если мы посмотрим, у нас здесь было подряд 9 недель. Что мы видим? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 подряд недель. 9 подряд недель красных свеч. Это нам говорит о том, что падение доминации биткоина, в принципе, уже завершается. Но может быть такое, что мы находимся еще только вот здесь вот. Если мы здесь только находимся на самом развороте, у нас еще идет дальше некий распил на протяжении нескольких месяцев. Здесь примерно у нас 1,5 месяца было распила. Аналогичная ситуация у нас была и в 2017 году. Вот здесь у нас развернули, был распил, также у нас был и здесь распил, и здесь распил. Но если мы с вами увидим 9 подряд красных недель, то можно сказать, что падение уже подходит к завершению. Мы с вами видим 1, 2, 3, 4 недели красные. Посмотрим, может быть такое, что здесь у нас остановится падение доминации, и мы с вами увидим тоже какое-то боковое движение. Может это будет даже движение до сентября месяца, может это будет движение до августа, может до понижения ставки. Посмотрим, понаблюдаем. Но 4 недели мы уже здесь конкретно упали. Если мы продолжим падать по доминации биткоина где-то в диапазон 50%, то это уже будет, конечно же, хорошее движение, но на альткоинах. Посмотрим за этим, понаблюдаем. Что касательно альткоина, мы видим то, что биток торгуется в диапазоне 117 тысяч долларов, эфириум 3300, но альткоины еще никакого особо движения и не показывали. Нету того самого альт-сезона, его просто не включили. Просто альта идет за всем рынком.
BNB 711. Я думаю, что BNB, если будет и расти, то дотянется до 1200 на пике альтсезона. Solana 169. Solana, по всей видимости, скоро тоже начнет двигаться и будет там тренд по Solana. Dogecoin 20 центов. Sui 3.88 откатила. Ух, собака дыка, блин, а. Я думаю, что по Суи можно ожидать диапазон где-то примерно 7-8 баксов. Тонкоин, думаю, что в диапазоне 9 долларов будет. Лайткоин, это у нас, конечно же, первый показатель, то, что альтсезон подходит к своему завершению. Как только лайткоин идет на свой перехай, Whitebit 45. Но я думаю, что с текущих даст примерно 2 икса, PP 13. PP13 и пока что ничего не показывает. Но я думаю, что 5 иксов PP может дать. Aptos, я думаю, что иксов так 10 могут они дать по Aptos. Arbitrum 43. Вообще даже, ну, слабость. L2 решения вообще очень-очень слабые. VLD 1 доллар, Atom 4. Ну, Atom сильно тяжелый, конечно, но хотя бы долларов 20 было бы неплохо увидеть бы по Атому. В принципе, вот так вот. Starknet 14 центов. Axie Infinity 2 доллара. Ну, это уже вообще отработанный материал, игровой токен. Может быть такое, что уже, в принципе, все на нем закончилось. Berachain 2,2 доллара. Все его покупали в диапазоне 3 доллара. OM 22. Sela 33. GMT 5 центов. Ну, это вообще ни о чем. В принципе, мы видим то, что альткоины у нас, ну, еще ничего не показывают. Просто они подтянулись за битком, и те альткоины, которые, допустим, торгуются в своих верхних значениях, они будут хороший показывать движ на альтсезоне. Самое 2.02. Лай вообще просто укатали минус 95% по лайеру. Давайте с вами посмотрим монеты, которые находятся на данный момент в аккумуляции. У нас на первом месте это Tron, Hebera, P-Network, CRO, Bonk, Alga, Sei, Trump, VIV, Kai. Ну, в принципе, тут 1 инч еще есть в аккумуляции. Там у нас в криптосообществе за него сильно топили, говорили, что нужно покупать 1 инч. LPT-шка, Neira. Я думаю, что вот Салагенник, GMT, Бома. Я думаю, что эти альткоины покажут хорошее движение. Допустим, Bonk, ну, прикольный мемкоин. Он, хоть и здесь капитализация огромная, но, в принципе, он еще такого глобально, если посмотреть, то он, конечно же, сильно вырос, но все равно мы видим то, что... Ох, мне что-то в глаз зарядило, ё-моё. Я не знаю, или это палка огромная по бонку зарядила по капитализации мне в глаз или что. Ну, в принципе, что, глобально мы видим, что бонк уже давал колоссальнейшие иксы. Просто огромные. Здесь я думаю, что бонк еще пойдет на свой перехай, потому как сейчас на данный момент у нас колоссальнейшие ликвидации идут шортистов. И рынок просто-напросто растет на шортистах. Все это дело хотят шортить, потому как манипулятор добился своего, он показал, что альткоины это полный шлак, никому ничего не нужно, оно все это дело укатывается, сливается, и на данный момент на рынок налипли шортисты. И рынок на данный момент у нас просто-напросто растет на шортистах. Если мы посмотрим, что у нас по ликвидациям, смотрите, большое количество, ну как лонгистов, но это на часе. А так-то у нас большое количество шортистов просто выбривают. Сейчас на данный момент преобладание бритвы шортов уже намного больше, чем лонгов. Посмотрим, сколько у нас еще будет это все дело продолжаться. И я думаю, что они все-таки подключат ту самую интересную эйфорию на рынке и альтсезон. По капитализации крипторынка мы на данный момент пилим пик бычки прошлый 2021 года 3 триллиона 770 ярдов. Даже не прошлой бычки, потому как пик прошлой бычки был намного ниже. Мы, вернее, пилим вот этот вот пик, который был у нас поставлен в 2024 году в декабре.
И здесь они, по всей видимости, формируют хорошую зону поддержки. Если смотреть на сам тотал, то мы с вами рассматривали и смотрели там цели, какие у нас есть. Давайте посмотрим по тоталу. У нас что у нас здесь тут еще осталось немного. Так, до первой цели 4,5 триллиона долларов у нас здесь еще осталось сколько примерно? 23% движения. 23% движения. Я думаю, что здесь уже начнут двигать они альткоины. Ну и, конечно же, вторая цель, это у нас 6,6 триллионов долларов. Мы можем с вами еще здесь показать движение на 80, ну, может быть 100%. Что касательно капитализации самого биткоина, давайте посмотрим, сколько у нас тут капа в пике была. Market Cap. Здесь у нас капитализация 2 триллиона 380 ярдов, значит примерно Total 3 у нас будет 2 триллиона 380 ярдов. Если мы открываем Total 3 у нас уже пробивает свой бычий флаг. Мы видим то, что здесь есть бычий флаг. И 2 триллиона 3, ну это у нас, конечно же, вот наши цели. 2 триллиона 3, вот сюда вот мы просто можем по капитализации Total 3 дотянуться. Но это только в том случае, если у нас, по всей видимости, будет включен печатный станок и будет заливание бабла в этот рынок. Но если не будет никакого заливания бабла, то я думаю, что мы можем дождаться хотя бы там 1,6 триллиона долларов по Total 3. Конечно же, многие будут выходить в диапазоне 1,6 триллиона по Total 3. Вот у нас первая цель по Fibonacci. Здесь будут все выходить с альткоинов. Но может быть такое произойти на этом рынке, что будет просто колоссальнейшее вливание бабла в этот рынок. И мы с вами сможем увидеть капитализацию Total 3 выше, чем 2 триллиона долларов. Все может быть. Этот рынок, конечно же, он любит удивлять. И мы можем с вами увидеть то, что, смотрите, P-Cycle Top индикатор тоже интересно реагирует на Total 3. Мы с вами видим то, что здесь была примерно поставлена вершина в апреле 2021 года. Вот у нас скользяшки. Здесь у нас еще была вторая волна роста. P-Cycle Top у нас здесь берет свое начало с 2020 года. В 2017 году там ничего не показывал. Это на дневке. И здесь мы можем прикинуть тоже, что примерно P-Cycle Top у нас может показать вершину в 2025-2026 году, наверное. Но тут еще до того, когда будет вершина, это еще очень далеко, потому как здесь расхождение скользяшек очень большое, просто огромное. Посмотрим, понаблюдаем, как будет этот индикатор реагировать. Итак, по Total 3 у нас есть цели хотя бы увидеть 1,5 триллиона долларов. Если будет заливание бабла в рынок, то мы с вами сможем увидеть капитализацию Total 3 как капитализация битка сейчас. Почему так? Мы тоже неоднократно с вами это рассматривали. Капа битка довольно-таки неплохо. 2,3 триллиона долларов. Но, конечно же, может быть такое, что мы с вами не увидим сильного притока капитала в альткоины, потому как альта показывает слабость. Но, в принципе, она и всегда показывала слабость на каждых рынках. Альта очень и шла с запозданием от битка. Посмотрим, понаблюдаем. У нас рынок хорошо все развернули. Радоваться пока что еще очень рановато, потому как альт-сезона еще практически нету. Просто альта двигается за битком и все. И хочу вам сказать, что если вы видите хотя бы какую-то прибыль, ну как минимум заберите вложенные средства и выведите их с рынка, для того, чтобы вам было в дальнейшем легко. Потому как этот рынок очень жесткий, он любит, конечно же, нас удивлять. И бритва здесь беспощадная. Надеемся, что все у нас будет хорошо. Ожидаю 3 недели коррекции на биткоине. Ну и, конечно же, еще интересное движение по эфириуму. Может быть такое, что за эти 3 недели у нас эфириум закроет гэп в диапазоне 3800 и подойдет к диапазону 4000 долларов. Будем на это надеяться. А на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.